Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы с вами уделим внимание старым вещам и поговорим о том, как правильно от них избавляться, для того, чтобы не привлечь никаких неприятностей, проблем и так далее в нашу жизнь. Обязательно досмотрите это видео до конца. Много полезной, важной и нужной информации для каждого. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео. Обязательно в комментариях под этим видео активируйте следующую волшебную фразу. Я всегда радуюсь любым своим достижениям. Мир открывает мне любые двери. Истина да будет так. И обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что эта информация и это видео будет интересно и полезно. У каждого в доме накапливается одежда, которую жалко выбросить. Может еще когда-то пригодится, можно воспользоваться ней. Мы думаем, но очень редко пользуемся этой вещичкой или вещью по истечению какого-то срока, а то и вовсе больше никогда не достаем ее. А вещи накапливаются и занимают много места в нашем доме или в нашей маленькой квартире, да и накапливают негативную энергетику. Поэтому рано или поздно встает вопрос, что же делать со старой одеждой, куда ее девать и как не повредить энергетику человека, который ее носил. Ведь старые вещи категорически нельзя выбрасывать в мусор, так вы просто выкинете свою энергетику. Одежда будет притягивать к себе негатив, передавая его вам, что в будущем привлечет к вам неудачи, проблемы и финансовые потери. Поэтому, чтобы этого не произошло, от вещей нужно всегда правильно избавляться. Их лучше раздать, продать, отдать людям, которые действительно в таких вещах нуждаются. Но когда вы решите раздать свои вещи, это нужно, во-первых, делать без капли сожаления и с чистым сердцем. Не нужно в этот момент думать, что, возможно, я еще могла бы попользоваться этой одеждой. Если вы будете отдавать вещь сожаления, вы не разорвете энергетическую связь с собой. И таким образом вы можете отдать новому владельцу вашей вещички часть вашей энергии, вашей удачи, часть и финансов. Еще перед тем, как отдавать вещи, обязательно проведите практику по разделению вашей энергетики и вещей. За день до того момента, когда будете отдавать вещи, нужно положить их под окно, открыв его при этом, и перед вещами поставить 2 свечи любого цвета. Зажгите их, сверху на вещи положите чистый лист бумаги, насыпьте на лист щепотку соли и скажите такие слова. С этими вещами все, что связывает нас, разрываю. Энергетику свою к себе полностью забираю. Эти вещи больше не мои. Далее возьмите 2 свечи вместе сначала в левую руку и проведите круг вокруг вещей по часовой стрелке. А потом возьмите в правую руку и проведите еще такой же круг по часовой стрелке. И скажите обязательно следующие магические слова. Круг вокруг вещей очертила, энергетику их обнулила. Далее наклонитесь и задуйте свечи на уровне вещей. Затем заверните соль в белый лист и выбросьте соль вместе с этой бумажкой. Далее вы можете отдавать вещи и не переживать, потому что вы уже больше не связаны с ними. Они будут теперь служить другому человеку и напитываться его энергетикой. Перед тем, как вы решили отдать одежду на благотворительность, обязательно ее нужно постирать, добавив в воду для стирки 3 чайные ложечки соли. Это очистит энергетику с вещей. После того, когда высушите их, возьмите каждую вещь, которую вы собираетесь отдать, и тряхните ней и скажите такие слова.
Вещи в соли постирала, энергетику с них забрала. После этого вещь стряхнула, для энергетики новый канал запустила. Кто эту вещь теперь возьмет, тот с ней связь и обретет. И складывайте вещи сразу в пакет и постарайтесь в самое ближайшее время их отдать. Также можно сложить все вещи, которые вы хотите отдать, в одну сумку и попросить у человека, которому вы будете отдавать вещи, символическую плату за них. Это может быть и пару копеек. Главное, то, что вы разорвете с вещами связь самым простым способом. Так считается, что вы их продали, а не отдали. Но копейки, которые человек будет вам давать за вещи, не берите сразу в руки. Пусть он их положит на любую поверхность, а после этого можете с поверхности взять их уже в руки. А вот детские вещи можно отдавать, но обязательно, чтобы на этих вещах не было никаких пятнышек, следов. Их нужно перед этим замочить в солевом растворе на 7 часов. Потом слить воду и прополоскать, замочив еще на 3 часа, а после слить и прополоскать, замочив еще на 1 час. И при этом говорите, при каждом полоскании говорите следующие слова. Вещи очищаю, связь с малышом обрываю. Их трижды полощу, малышу не наврежу. Энергию светлую ему сберегу. Вещи сами по себе, малыш больше связи с ними не имеет. И детские вещи лучше не отдавать в руки случайных людей. А вот предметы нижнего белья, головные уборы, это могут быть и шапки, косынки, не нужно вообще кому-либо отдавать или дарить. Да и продавать тоже не следует, потому что такие вещи лучше сжечь. Сначала побрызгайте на них проточной водой, а потом подожгите и скажите такие слова. Вещи сжигаю, свою энергетику освобождаю. Она теперь только при мне и больше нигде. А вот если вы надумали кому-то отдать свою обувь, возьмите обязательно символическую плату за нее. А если вдруг это благотворительность и такой возможности нет, насыпьте в них соль и потрусите обувь и скажите такие слова. Соль очищаю, всю энергетику свою с обуви забираю. И после, вытрусив соль, можете спокойно их отдавать. Они больше не имеют вашей энергетики в себе. От вещей, которые не подлежат ремонту и имеют много дырок на себе, нужно сразу же избавляться. Такие вещи нужно сразу сжигать, так как они будут привлекать энергию бедности к вам. От старых вещей обязательно нужно избавляться, для того, чтобы пришло что-то новое в вашу жизнь. Также обращаем ваше внимание, что старые вещи засоряют энергетику вашего дома, перекрывая все положительные потоки, которые могли бы в него попадать. И у вас просто не будет меняться энергетика и происходить ее движение, а будет происходить только один застой. Поэтому обязательно научитесь разрывать связь, избавляться от старых вещей. И обращаем внимание, что именно такое ваше действие принесет в вашу жизнь только хорошие изменения, благополучие, счастье, финансовую прибыль и, конечно же, уют в вашем доме. Друзья, мы надеемся, наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, мы вам всем желаем изобилия, достатка, благополучия и услышимся уже обязательно в следующем видео.